Это последний выпуск новостей в уходящем году. Так принято в конце декабря подводить итоги. Этот год получился насыщенным. В нем было и контрнаступление, и где, боеприпасы. Это был год, который вновь заканчивается под звуки взрывов ракет, бьющих по украинским городам. Это был год, в котором мы увидели хрупкость построенной Путиным системы. Год, в котором невоюющий Запад почему-то устал, а в заголовках американских СМИ мы вновь слышим немыслимое сочетание слов «Путин» и «Победа». В общем, 2023 великий и ужасный. Поехали! Всю первую половину года Евгений Пригожин – одно из главных лиц в России. О нем почти ничего не говорят в телевизоре. Он записывает свои видеоролики, в которых то обращается к Зеленскому, то к военному руководству РФ. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Мифическая фигура, организатор единственного военного мятежа в истории современной России. Мятеж хоть и не кончился удачей, но именно он подарил несколько часов страха Владимиру Путину. Бандит и убийца, который не побоялся поднять руку на режим, глава которого его же и создал. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. События 24 июня для системы что-то абсолютно невозможное. Вооруженный захват Ростова при полной нейтральности военных и полиции. Полевой командир захватывает штаб Южного военного округа. В это же время в Москве паника. Отряды Пригожина начинают поход на столицу, сбивая по дороге военные вертолеты и самолеты. Что это за херь? К вечеру было ощущение, что у бунтующих есть все шансы взять в России власть. Москву, на которую шли отряды Пригожина, защищать нечем. Генерал Суровикин, которого связывают с ЧВК, пытается остановить мятеж, записав видеообращение. А уже в 9 часов вечера Александр Лукашенко совершенно неожиданно объявляет: все обойдется без битвы Вагнера и Минобороны. Самое опасное, как я понял, это не в том, что какая она была ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступлений Путина – мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. После этого ЧВК вывели в Беларусь, где солдаты якобы должны обучать местных военных. Пригожин покидает Ростов под звуки аплодисментов. В это время в Москве выдыхают. Многие предсказывали, после мятежа Пригожину не жить. Так и произошло. Вечером 23 августа в небе над Тверской областью взорвался самолет. На борту глава ЧВК был не один, а с ближайшими соратниками. На следующий день Зеленский сообщил: Украина тут ни при чем. Версии произошедшего перестали обсуждать уже к октябрю, когда Путин заявил о фрагментах гранат в телах погибших. Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. Но мы знаем о авиакатастрофе. Вот мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Результат экспертизы, проведенный Следственным комитетом Российской Федерации. Вооруженных конфликтов в этом году было достаточно. В сентябре военные Азербайджана объявляют об антитеррористических мероприятиях в Карабахе. Целью они заявляют восстановление конституционного строя. Армении было предложено сдаться и полностью вывести свои войска.
В Ереване начинаются митинги, на которых требуют отставки Пашиняна. Он заявляет, что Армения не начнет боевые действия, а армянской армии в Карабахе вообще нет. Но уже к полудню того же дня власти НКР сообщают, что готовы пойти на все условия Азербайджана. Армия и правительство Нагорного Карабаха расформированы. Российские так называемые миротворцы в конфликте не участвовали, но понесли потери. Азербайджан сообщал о гибели 6 российских военных. В октябре Алиев поднимает флаг Азербайджана в нескольких городах Карабаха, а поверженный флаг бывшей республики показательно топчет на камеру. Мы все привыкли, что в новостных лентах Израиль появляется из-за трагических, но не масштабных событий. Однако 7 октября все изменилось. В 50-летие победы Израиля в войне Судного дня 1000 боевиков прорвало стену на границе и устроило ужасающих масштабов резню. Военных цехал брали в плен и убивали прямо в казармах. Боевики входили в дома мирных жителей, расстреливали их или же забирали в плен. На Ичерпате, неподалеку от границы с Газой, люди со всего мира съехались на музыкальный фестиваль. Однако совсем рядом высадились террористы. Началась стрельба и невиданной жестокости резня. Несколько сотен убитых и пленных. Страшные кадры, которые остались у нас в памяти, с телом Шани Лук, лежащей без сознания в грузовике террористов. С большим сожалением сообщаю, что мы получили известие о том, что Шани Николь Лук была убита. То, что мы увидели на границе Газа и Израиля, выходит далеко за рамки погрома. Это была бойня. Израильские военные начинают операцию «Железные мечи» в ответ на нападение. На сектор Газа полетели ракеты и бомбы. Так называемый либеральный мир начинает ужасаться жертвам среди мирного населения Газы. Пропалестинские демонстранты начинают устраивать акции по всему миру. Во многих городах мира начинаются еврейские погромы. Где-то в переносном смысле, а вот в России в буквальном. Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы перед прилетом рейса из Тель-Авива сотни человек ворвались в здание аэропорта и проникли на летное поле. Они искали пассажиров из Израиля. Ранее в местных пабликах призывали встречать евреев по-взрослому. Полиция с толпой в аэропорту не справилась. Через сутки после погрома за участие в беспорядках были задержаны 83 человека, отчиталось МВД. Власти России, конечно же, обвинили в погроме Запад и Украину. Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги. Безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины. Этот год на фронте заканчивается совершенно иначе, чем предыдущий. Линия фронта изменилась на 1000 квадратных километров. Российские войска пытаются прорваться на всех направлениях. В свою очередь, Украина не смогла прорвать российскую линию обороны. В любом случае, предновогоднее настроение в Москве отличное. Буквально недавно Шойгу докладывал Путину об освобождении Марьинки. Сейчас расшифрую, точнее, стирание города с лица земли. Независимые СМИ пишут, Украина экономит снаряды. Это прямые последствия кризиса вокруг помощи стране. Командующий Таврийской группой войск Украины Александр Тарнавский заявил в интервью агентству Reuters, что украинские войска испытывают нехватку 122 мм и 152 мм снарядов по всей линии фронта. Тарнавский заявил, что нехватка заставляет украинские силы перераспределять артиллерийские боеприпасы и перепланировать военные задачи. Пакет помощи в 60 миллиардов так и не прошел через Конгресс США. Это уже сказывается на положении дел на фронте. Американская пресса начинает меньше писать об Украине. Невоюющий западный обыватель заявляет: «Мы устали». Проблемы с оказанием помощи Киеву испытывает и Евросоюз. В его планах было к марту 2024 года предоставить стране 1 миллион снарядов. Однако, как сообщил глава европейской дипломатии, на сегодня Брюссель может передать Украине только 300 тысяч таких снарядов. Планировалось и предоставить Украине экономическую помощь в размере 50 миллиардов. Эти деньги должны пойти на зарплаты и другие социальные расходы. Голосование по этому пакету прошло на декабрьском саммите. Виктор Орбан блокирует решение. Однако все до сих пор подчеркивают, никто не передумал. Российская армия – агрессор. Не поддерживать Украину все так же стыдно, как и в начале войны.
President Andrzej. Again, the same place. Изменения за этот год потерпели и польско-украинские отношения. Не просто партнеры, а друзья навеки. Так президент Украины описал отношения с Польшей весной 2022 года. Однако за 1,5 года войны в горящей дружбе двух стран повеяло холодом. Украина 15 сентября подала иск во Всемирную торговую организацию на 4 страны, среди которых Польша, из-за запрета на импорт зерна. Этот шаг был реакцией властей на внедрение торговых ограничений. Позже у пропускного пункта на польско-украинской границе выстраивается 30-километровая очередь из фур. Украинские водители не могут попасть обратно в Украину из-за блокады КПП польскими перевозчиками, а те, в свою очередь, протестуют против дешевой конкуренции со стороны соседей. Ситуация на фронте остается неутешительной для двух сторон. Зеленский открыто признает, летнее контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Россия по-прежнему оккупирует 18% украинских земель. Перспективы окончания войны остаются безрадостными. По сравнению с прошлым годом позиция Путина сильнее, а ситуация на поле боя неопределенная. Зимнее наступление Украины, похоже, остановилось, но и российского прорыва нет. Больше, чем когда-либо, исход зависит от политических решений, которые будут приняты за много километров от линии фронта в Вашингтоне и Брюсселе. Впечатляющее единство Запада, продемонстрированное в 2022 году, начинает колебаться. За год Украина нарастила производство собственного оружия и военной техники, существенно увеличив выпуск различных моделей дронов. При помощи новой версии ракет «Нептун» летом и осенью уничтожены не менее 5 российских комплексов С-400. Наверное, главное достижение Украины за год – сокращение Черноморского флота. За почти 2 года войны в Украине, не имеющей своего флота, удалось уничтожить 15 военных кораблей, еще 12 повреждены. В целом это 36% от всего Черноморского флота. Совсем недавно демилитаризировался десантный корабль «Новочеркасск». Это пизда. Это был год, который вновь заканчивается под звуки взрывов ракет, бьющих по украинским городам. Более 150 воздушных целей, кинжалы, баллистика, С-300 и крылатые ракеты. Все это летело на украинские города. Число погибших мирных жителей – 40. В канун Нового года Путин в очередной раз напомнил, что такое начатая им война. Буквально вчера от ракетных ударов содрогались не только украинские города. Жители Белгорода жаловались на тревожность. Центр города попал под обстрел, который стал сильнейшим с начала войны. В результате атаки 24 погибших, более сотни человек ранено. Суспильный пишет, что это было ответом на атаки на города Украины. Источники издания подчеркнули, что удары наносились по военным объектам Белгорода. Накануне смертоносный обстрел украинских городов с десятками жертв. На следующий день уже 24 погибших после обстрела Белгорода. Однако все это можно прекратить очень даже быстро, навсегда убравшись из Украины.
Вопрос, который мучает меня в канун 24 года. Каково это, когда все желают твоей смерти? На этот вопрос может ответить не только Владимир Путин, но и любой российский оккупант. Родители ждут за тебя белую ладу, государство ждет возможности отправить еще несколько человек на штурм какой-нибудь Авдеевки. А ты все не умираешь, ты все еще сидишь. Оккупант в холодном окопе, Владимир Путин в бункере где-то на Валдае. Ну, для него это лучше, чем где-нибудь в камере, а тем более в морозильной. Я уверяю, этот год лучший для каждого. Путин вышел из ненавистной им зерновой сделки, что теперь Украина может экспортировать зерно в обход РФ. Украинские защитники смогли обезвредить Черноморский флот. Его штаб поздравили с фейерверками еще в сентябре уходящего года. Хорошим год оказался даже для коллаборантов. Илья Кива теперь может в компании Жириновского бесконечно слушать концерт Кобзона. В этот раз не будем дарить друг другу стратегические подарки, а ограничимся чем-то более мирным. Пусть наши бокалы звучат не как выстрелы, а как тосты за победу добра над злом. Ну все, это конец 2023 года. С наступающим, дорогие зрители!